Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую тех, кто родился под знаком зодиака Рак, так как этот расклад будет именно для них. Давайте посмотрим, что же ждет раков в феврале, каким же будет февраль для вас, уважаемые раки. Мы рассмотрим основные сферы. Это общая атмосфера, работа, финансы, любовь, личная жизнь и, собственно, совет предостережения. Выбирать ничего не нужно, так как у нас будет одна общая позиция для всех. Итак, давайте посмотрим, уважаемые раки, какой будет общая атмосфера февраля для вас. Кольцо мне уже нравится. Так, смотрите, ну, во-первых, кольцо в большинстве случаев у нас символизирует официальные законные отношения. Поэтому для тех, у кого на текущий момент актуальны вопросы семьи, брака, они будут выходить на первый план. У кого-то это будет заключение брака, у кого-то необходимость сохранить семью, укрепить семейные связи, потому что трудности в феврале все-таки в вашей жизни будут присутствовать, уважаемые раки. И трудности во многом связаны с тем, что есть люди, которые не в полной мере доброжелательны по отношению к вам. Карта змея говорит о том, что могут быть треугольники, о том, что есть хитрые, коварные люди, корыстные и меркантильные. Тем не менее, вы двигаетесь вперед к своей мечте, к реализации намеченных, задуманных целей, и все у вас будет получаться замечательно. В целом, карта Кольцо говорит о том, что какой-то один период вашей жизни, он подходит к концу, и нужно уже выходить на новый уровень. Единственный нюанс, выход на новый уровень будет связан с трудностями, которые нужно все-таки преодолеть, потому как если вы их преодолеете, это вас закалит и укрепит. Вам ничего больше страшно уже не будет. Итак, уважаемые раки, работа. Какой будет в феврале работа? Что будет в работе у вас? А в работе прям работа. Вот восьмерка пентаклей. Трудимся, стараемся, зарабатываем, вкладываемся, боимся, переживаем. Но переживаем зря. Как правило, девятка мечей – это страхи, которые беспочвенны. У многих, смотрите, вот карта Кольцо отыграется в сфере работы, потому что нужно выходить на новый уровень. Кто-то начинает работать на себя, кто-то завершает один проект, начинает другой. Карта Мир – это всегда выход на новый уровень. Это выход за пределы привычного, за пределы возможного. Но вот эти пределы, они вам по плечу, они вам подвластны. Судя по всему, и гора тоже отыгрывается в плане работы у вас. Нужно преодолеть трудности сквозь все хитрости, сквозь все коварства, потому что вы двигаетесь в нужном направлении. Вас ведет зов вашего сердца, вас ведет ваша мечта. В работе вы идете в правильном направлении, и все свои страхи оставьте. Здесь советом даже идет карта звезда, это движение к цели. Обязательно стройте планы и не бойтесь к ним двигаться. Даже если вы на текущий момент не понимаете, какой шаг будет следующим, просто сделайте этот шаг вперед, у вас дорога возникнет вот прям под ногами идущего. Не бойтесь делать эти шаги вперед, не бойтесь двигаться к намеченным целям. Все у вас обязательно получится. Что с финансами у раков в феврале? Финансы. Финансы. Идут в финансах новые возможности, идут новые поступления постоянно. Во-первых, возможности заработать, во-вторых, сами по себе поступление денежных средств. Вы знаете, нужно отметить, что не всегда желаемое и действительное будут соответствовать друг другу. А от иллюзий здесь придется избавиться. Возможно, вы рассчитывали на какие-то заработки или наоборот остерегались каких-то потерь. Вот эти иллюзии, они только лишь мешают. Это больше к страхам относится. Это больше такое состояние, которое сбивает вас с толку. Поэтому важно здраво смотреть и расценивать все
ваши возможности, все ваши способности, потому как по финансовой стороне у вас все хорошо. Во-первых, здесь, как я уже сказала, постоянные финансовые поступления, плюс тенденция к тому, чтобы увеличить свой доход. Боитесь, переживаете, много думаете, тем не менее, все хорошо, двигаетесь в нужном направлении. Далее сфера любви. Сфера любви, личная жизнь. Пятерка пентаклей. Трудности. Вы знаете, вот эта гора, она у нас прослеживается не только в деловой рабочей сфере, но может свой отпечаток оставлять и в любовной сфере, потому что пятерка пентаклей это такое состояние, когда вам может казаться, что нет сил, нет возможностей, нет ресурсов, как-то все сложно, хочется большего, хочется лучшего, но тем не менее из сложной ситуации вы выход находите. Паж Пентаклей – это умение сделать шаг навстречу, причем как с вашей стороны, так и со стороны партнера. Для тех, у кого нет постоянного спутника, здесь возможно новое знакомство, возможность сблизиться с человеком. Для тех, кто в постоянных отношениях, сквозь недопонимание возможность укрепить ваши отношения. И, собственно, партнерство здесь будет. Вы не в одиночестве, вы в партнерстве. Это, повторюсь, либо сближение с кем-либо, обретение постоянного спутника, либо укрепление отношений с тем человеком, который рядом с вами. У многих это законный супруг, либо потенциальный законный супруг, карта императора. Плюс необходимость выходить на новый виток также в сфере отношений, двигаться к намеченным целям. Через трудности, вот через тернии к звездам. Какими бы сложными ни были ситуации, какими бы ни были недопонимания между вами, все равно вы идете к партнерству. Все равно вы рядом с мужчиной, который готов взять ответственность за вас и дать вам стабильность, которая нужна вам обоим, и двигаться вперед к мечте, к намеченной цели. У кого-то может здесь отыграться, как я уже говорила, это треугольные отношения, да, либо вы не свободны, либо партнер не свободен. Здесь все на своих местах. Тем не менее, даже треугольные отношения здесь не разрушены. Да, могут быть трудности, могут быть сложности. Тем не менее, сквозь эти преграды и препятствия вы все равно начинаете новую страничку ваших, пусть треугольных, но отношений. Каковы здесь предостережения? Что в предостережениях у нас? Где нужно быть осторожными вам? Предостережения. Не торопитесь, не спешите. Да, двигайтесь к намеченной цели, все правильно. Но прежде чем сделать шаг навстречу, проанализируйте свои возможности, избавьтесь от страхов. Но ни в коем случае не нужно останавливаться, чтобы вот эти вот страхи, чтобы, знаете, вот здесь нужна золотая середина, потому что две крайности: поспешишь, людей насмешишь, и стою, не знаю, что дальше. Не нужно ни в коем случае разочаровываться, если все идет не так, как вы изначально запланировали. Нужно двигаться вперед, но в таком ритме, который будет вас вести к намеченной цели. Обязательно к намеченной цели, но в таком нормальном, здравом, адекватном ритме, вот так будет правильно сказать. А какой совет у вас? Какой совет вам на февраль, уважаемые раки? Совет. Смотрите, ну, во-первых, карта влюбленные — это в первую очередь карта гармонии. Это символ такого эмоционального баланса. Поэтому важно, чтобы вот те трудности, которые будут становиться на вашем пути, чтобы они вас не сбивали с намеченного пути. Важно обязательно двигаться к поставленной цели. Плюс, смотрите, восьмерка мечей, она, с одной стороны, карта ограничений, но она не является тупиковой, она не является разрушающей. Есть выход из этой тупиковой ситуации, да, из этой застрявшей, так скажем, ситуации, если вы развяжете глаза и, собственно, освободите дорогу, расчистите путь для того, чтобы двигаться вперед. Просто нужно порой
отдохнуть, прийти в состояние баланса и рассмотреть тот вариант, тот способ решения назревающих проблем и вопросов, которые вы ранее либо не рассматривали совсем, либо отметали. Кому-то нужно будет сделать выбор. Выбор это, как правило, делается сердцем. Вот именно этот выбор делается сердцем, по зову души, по зову ваших чувств. Плюс для тех, у кого здесь треугольные отношения, вам вовсе не возбраняется их продолжить, если они приносят в ваше сердце гармонию, комфорт. Абсолютно не возбраняется черпать энергию, черпать эмоции из вот этих как раз-таки любовных отношений. Даже наоборот, здесь идет карта дьявола. Она, кстати, очень сочетается с картой змея, потому как, смотрите, вот эти трудности, которые будут становиться на вашем пути, вы можете просто обойти за счет своей, в первую очередь, мудрости. Да, мы можем назвать это хитростью, но в вашем случае это будет мудрость. Для того, чтобы не разбивать лоб об эту гору, а для того, чтобы эту гору обойти. Либо, если гора способна выйти с вами на диалог, можно найти с этой горой, собственно, компромиссы. Важно делать все свои шаги таким образом, чтобы вы впоследствии о них не сожалели. Уметь, знаете, подойти к ситуации с различных сторон, уметь найти компромиссы, потому что карта умеренность – это очень многогранная карта. Это карта спокойствия, неспешности и карта умения сочетать несочетаемое. Вот здесь, казалось бы, нужно суметь объединить те пути подхода к вашей цели, которые могут с первого взгляда противоречить друг другу. Тем не менее, ваша мудрость будет заключаться в том, чтобы суметь все это сложить воедино. Ну и опять же карта терпения. Терпение, спокойствие, размеренность, ну и гармония. Благодарю всех, кто был со мной в этом видео. Буду рада вашей обратной связи. Буду рада вашим лайкам, подпискам, комментариям. До встречи с вами в новых видео.